Здравствуйте, друзья! Приезжать на свои объекты спустя некоторое время после строительства печи или камина у нас уже вошло в традицию. Нам очень интересно посмотреть на свою работу в уже оформленном интерьере, узнать у заказчика, все ли его устраивает в нашем отопительном комплексе с точки зрения пользователя. Эта информация очень ценна, и ее невозможно было бы получить сразу после окончания работы. Общение с нашими клиентами, у которых есть опыт использования построенных нами печей и каминов, дает нам дополнительные знания, которые реализуются уже в новых проектах. Обращусь к коллегам-печникам. Друзья, мой вам совет: всегда держите связь со своими заказчиками. Сами звоните, заезжайте, проверяйте свою работу. При необходимости выполняйте ремонт. Если же с камином или печкой все хорошо, то можно и дымоход почистить совершенно бесплатно. А заодно сделаете выводы по скорости загрязнения дымоходной части. Этот камин мы построили год назад. Видео данной работы я уже выставлял, правда без озвучки. И раз уж мы еще раз заехали в гости к нашему заказчику, я расскажу немного об этой работе. Камин, как видите, у нас здесь угловой. В его основе установлена чугунная топка Лабрайс мощностью 14 кВт. Предназначена она для отопления 130 квадратных метров. Облицовка камина выглядит достаточно оригинально и необычно, так как сложена аж из 3 видов кирпича ручной формовки. Для кладки использована обычная печная смесь с небольшим содержанием цемента, а после кладки мы швы заполнили цветным раствором витонит. Для оформления полочек использовали натуральный камень бурый песчаник. Укладывается он естественной природной частью вверх для лучшего сочетания с кирпичом. Судите сами, что получилось. Практически во всех наших каминах предусмотрена подача воздуха на горение извне помещения. В данном случае воздух на горение подается из подвального помещения. Если конструкция каминной топки допускает такую возможность, рекомендую ее использовать. Результат только положительный. Не расходуется кислород из помещения, и пребывание в комнате становится комфортным. Помимо первого этажа, камин обогревает 2 большие комнаты на 2-м этаже при помощи системы разводки горячего воздуха. Кстати, если есть желание увидеть фрагменты этапов строительства камина, это можно сделать на нашем сайте. Ссылку на страницу я укажу в описании данного видео. На этом пока все. Стройте красивые камины и печи. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями. С вами был Хякинин Михаил. До новых встреч!